В самом сердце Лондона, среди старинных залов Тауэра, хранится корона Британской империи. На ее вершине сверкающий камень, неподвижный, безмолвный, но кричащий о своей истории громче любой речи. Этот камень — часть так называемого Cullinan Diamond, крупнейшего алмаза, когда-либо найденного человеком. Его вес изначально составлял более 3000 карат. Это почти 1,5 фунта чистого блеска. Но, что важнее, найден он был не в Европе и не в Британии. Cullinan был извлечен из глубин африканской земли, в Южной Африке, в шахте Premier Mine, недалеко от Претории, в январе 1905 года. Этот алмаз был назван в честь владельца шахты, сэра Томаса Cullinana, и вскоре был преподнесен в дар британскому королю Эдуарду VII в знак верности колонии империи. Его разделили на несколько частей, и две крупнейшие из них до сих пор украшают британский скипетр и корону. Это один из самых мощных символов колониального периода, когда богатства Африки не просто вывозились, а превращались в украшения для тех, кто управлял жизнями миллионов с другого конца света. Парадокс в том, что в это же время большая часть черного населения Южной Африки жила в условиях крайней бедности, лишенная доступа к политическим правам, земле и даже свободе передвижения. Алмазы стали символом власти, но не местной, а навязанной извне. Cullinan не просто камень. Это история о том, как империи украшали себя тем, что они забрали у других. Но чтобы понять масштаб происходящего, нужно опуститься глубже, под землю, туда, где все начиналось. В самом центре южноафриканского города Кимберли зияет колоссальная дыра. Это не метафора, это реальный карьер глубиной более 800 футов и шириной почти в 3000. Он называется Big Hole — большая дыра. Сегодня он выглядит как гигантское озеро, окруженное музейными объектами, но когда-то это была одна из самых оживленных точек на планете. История Big Hole началась в 1870-х, когда местные рабочие и иностранные искатели богатств начали копать землю в надежде найти алмазы. Не было техники, не было даже нормальных инструментов, только лопаты, кирки и голые руки. Сотни тысяч человек, в основном чернокожих южноафриканцев, копали день за днем. Они жили в палатках, страдали от жары, пыли и болезней. Их трудом был вырыт карьер, ставший крупнейшим ручным выемом земли в истории человечества. Тысячи тонн земли были перемещены вручную. За 25 лет здесь было добыто около 3 тонн алмазов. И это при том, что условия работы напоминали каторгу. Столкновения, болезни, несчастные случаи — все это сопровождало повседневную жизнь старателей. А наверху — управляющие, надзиратели и, конечно же, будущие бизнес-империи. Big Hole стал не просто символом жадности и надежды, но и входной точкой в систему, которую позже охарактеризуют как одну из самых изощренных форм социального контроля в истории. Но как именно алмазы превратились из беспорядочного промысла в контролируемый мировой рынок? За этим стоял один человек. Имя Сесиля Ротса сегодня известно во всем мире. И не только благодаря престижной стипендии Оксфорда. Он был ключевой фигурой в создании De Beers, компании, которая в течение столетия контролировала до 90% мирового алмазного рынка. И началось все с его приезда в Южную Африку в 1870-х, где он быстро понял, здесь можно не просто заработать, здесь можно править. Ротс начал с аренды оборудования, потом скупал участки и лицензии, объединяя мелких старателей. Его главной целью был контроль. Он понял, что рынок алмазов можно стабилизировать, если просто ограничить их предложение. И он это сделал. В 1888-м De Beers Consolidated Mines официально начала работу. Компания закупала все найденные алмазы, складировала их на своих условиях и продавала только тогда, когда это было выгодно. Ротс был не просто бизнесменом. Он был убежденным сторонником колониализма и считал, что британцы должны править миром. Он даже продвигал идею создания железной дороги от Кейптауна до Каира. Деньги от алмазов помогали ему реализовывать эти амбиции. De Beers стала не просто компанией, она стала механизмом геополитического влияния. Система, которую он выстроил, пережила и его самого, и 2 мировые войны. Она создала иллюзию редкости и сделала бриллиант обязательным атрибутом любви и успеха. Но внутри этой идеальной картинки скрывалась система жестокого разделения и эксплуатации. Кто платил за контроль Ротса? Кто на себе испытал эту модель управления? Пора посмотреть на тех, кто был внизу этой пирамиды. История расовой сегрегации в Южной Африке не началась с политики, она началась с алмазов. В тот момент, когда тысячи чернокожих рабочих начали стекаться в районы добычи, власти и компании столкнулись с новым вызовом. Как их контролировать?
Ответ оказался простым и жестким. Создать систему, при которой черный человек не сможет свободно перемещаться, работать без разрешения или претендовать на долю богатства. Так появились первые элементы будущей системы апартеида. Пропускные режимы, ограничения на проживание, принудительный труд и сегрегация по всем уровням жизни. Компании, включая De Beers, активно поддерживали и использовали эту систему. Рабочие жили в изолированных лагерях, получали минимальные деньги и не имели практически никаких прав. Их разделяли по племенам, чтобы не допустить организации или сопротивления. Любая попытка бастовать подавлялась силой. Все ради одного — сохранить поток алмазов и не дать рабочим задуматься о своей реальной цене. Эта система позже была формализована в апартеиде, но ее корни уходят в алмазные шахты Кимберли. Именно здесь оттачивались методы контроля, которые потом распространятся на всю страну. Но как на самом деле жила вся эта огромная масса людей, которых лишили выбора? Черные рабочие, трудившиеся на алмазных шахтах Южной Африки, жили не просто бедно. Они существовали в условиях, которые по праву можно назвать индустриализованным рабством. В начале 20 века условия труда в шахтах были опасными, а смертность высокой. Люди спускались на сотни футов под землю без должной вентиляции, часто без надежных касок, перчаток или сапог. Взрывы, обвалы, падения с высоты были частью рутины. Рабочие жили в бараках, огражденных колючей проволокой. Эти поселения назывались компаунды. Мужчины были оторваны от своих семей, так как политика компаний запрещала совместное проживание с женщинами. Им платили крохотную зарплату, часть которой удерживалась за еду, одежду и аренду кровати. Они не могли уйти, контракты были жесткими, а система наказаний беспощадной. Медицинская помощь практически отсутствовала, а любые жалобы игнорировались. Некоторые компании, включая De Beers, вводили даже систему телесного досмотра. Чтобы не допустить кражи алмазов, рабочим приходилось проходить унизительные проверки после каждой смены. Эта реальность продолжалась десятилетиями. Она формировала поколение за поколением людей, знавших одно: ты — ресурс, такой же, как земля или камень. Но история алмазов — это не только прошлое, это также там глобальные потоки богатства. И то, куда именно уходили эти деньги, совсем не очевидно. Южноафриканский алмаз, добытый под палящим солнцем в пыли и сырости, проходит долгий путь, прежде чем окажется на пальце миллиардера или в сейфе ювелирного дома в Женеве. Это путь, в котором на каждом этапе добавляется стоимость, но почти не добавляется справедливость. Как это работает? Алмаз извлекается из шахты, очищается, сортируется и затем попадает в систему международной торговли, где он переходит в руки трейдеров, ювелиров, маркетологов. Камень, добытый за несколько долларов в день труда шахтера, может быть продан за сотни тысяч долларов, а то и миллионы. Только вот к рабочему эти деньги никогда не возвращаются. На протяжении большей части 20 века компания De Beers и другие крупные игроки определяли стоимость алмаза не по рыночным законам, а по собственным оценкам и правилам. Так создавалась иллюзия редкости. Если контролировать объемы поставок и искусственно ограничивать доступ к камням, можно держать цену на высоком уровне. Бренд «Бриллиант» был построен не только на блеске, но и на тщательно выверенном маркетинге. Потребителю продавали не камень, а эмоцию, статус, любовь, вечность. Это стоило миллионы в рекламе и миллиарды в выручке. А где в этой схеме был человек, который действительно достал камень из земли? Он оставался внизу. И если он пытался бороться за свои права, то сталкивался с системой, построенной так, чтобы подавлять любые попытки изменить правила игры. Но система контроля шла глубже. В буквальном смысле — до права на передвижение. Одна из самых жестких форм социального контроля, применявшихся к черному населению Южной Африки, зародилась не в парламентах, а в шахтах. Паспортные законы — pass laws — были системой, по которой каждый черный человек должен был носить с собой специальное разрешение. Пропуск, чтобы находиться в городских или промышленных зонах. Эта система была особенно активно внедрена именно в районах добычи алмазов. Рабочим выдавали документы, где четко указывалось, где он может жить, где работать, когда покидать шахту. Отсутствие пропуска означало автоматический арест, штраф, а иногда и тюремный срок. Система была спроектирована так, чтобы гарантировать постоянный приток дешевой рабочей силы, которая не имела права требовать ничего большего. Pass laws стали фундаментом будущей политики апартеида, но уже в конце 19 века они действовали как инструмент корпоративного и государственного контроля. Компании вроде De Beers фактически передали себе часть функций государства. Они управляли жизнями тысяч людей, контролируя не только труд, но и быт.
Эта система вызывала протесты, но ответ на протесты был жестким. Так, в 1916 году в Кимберли произошел один из первых крупных рабочих бунтов. Ответ властей — массовые аресты и репрессии, контроль над телами, контроль над движением. Осталось задать главный вопрос: а что происходило с экономикой самой страны при таком богатстве? На первый взгляд, Южная Африка одна из самых богатых стран континента. Алмазы, золото, платина, уголь — все здесь. Но стоит взглянуть глубже, и возникает парадокс. Несмотря на десятилетия добычи и экспорта ценных ресурсов, большая часть населения страны живет за чертой бедности. Почему? Ответ в структуре экономики. С момента начала добычи полезных ископаемых богатства концентрировались в руках узкой группы колониальных компаний, иностранных акционеров и элитных слоев белого населения. Вместо того, чтобы инвестировать в образование, инфраструктуру или здравоохранение, основная часть доходов уходила за границу или перераспределялась внутри замкнутых корпоративных структур. Даже после падения апартеида в 1990-х годах система изменилась не так сильно. Хотя правительство провело ряд реформ, наследие прошлых столетий оказалось тяжелым грузом. Безработица, бедность и неравенство по-прежнему остаются болезненными точками южноафриканского общества. Феномен ресурсного проклятия, когда страны с богатыми недрами сталкиваются с коррупцией, стагнацией и социальной нестабильностью, здесь проявился особенно ярко. В ЮАР он имеет исторические корни и конкретные фамилии. Это не теория, а реальный экономический диагноз. Но чтобы понять всю систему, нужно оглянуться назад, к одному человеку, который воплотил в себе дух этого алмазного капитализма. Сесиль Родс был не просто бизнесменом, он был идеологом. Для него африканский континент был не местом, а проектом. Родс мечтал о том, чтобы Британская империя контролировала все пространство от Кейптауна до Каира. Он рассматривал Африку как источник ресурсов, земель и власти. Начав с аренды водяных насосов для старателей, Родс быстро вошел в игру на более высоком уровне. Он скупал участки, объединял бизнесы и в конце концов создал De Beers. Его амбиции распространились на политику. Он стал премьер-министром колонии Капской провинции, где проводил политику, усиливающую власть белых землевладельцев и корпораций. Но главное, он построил систему, в которой ресурсы контролировались корпорацией, а люди — государством. И часто это было одно и то же. Родс верил в превосходство белой расы, и его действия способствовали закреплению неравенства, которое длилось десятилетиями. В его честь назвали Родезию, ныне Зимбабве, но в последние годы все больше университетов и организаций по всему миру отказываются от его имени, как от символа колониализма и грабежа. И все же, помимо Родса, была одна сила, которая пережила его и держала в своих руках всю мировую торговлю алмазами на протяжении столетия. В 1880 году в пыльной и раскаленной Южной Африке родилась компания, которая изменила мировой рынок драгоценных камней. Она получила название от фермы братьев De Beers, где и началась одна из самых богатых алмазных жил региона. Но очень скоро это имя стало синонимом власти, контроля и прибыли. Сесиль Родс объединил разрозненные алмазные участки, выкупил у конкурентов права на добычу, наладил логистику, финансирование и, самое главное, создал систему управления поставками. Именно De Beers первой начала хранить алмазы на складах, искусственно ограничивая их доступность на рынке, чтобы сохранять высокие цены. Компания не просто продавала камни, она управляла восприятием. Именно De Beers стояла за знаменитой фразой «Бриллиант — это навсегда». Их маркетинговые кампании сформировали культуру, в которой кольцо с бриллиантом стало обязательной частью предложения руки и сердца. Но за этим успехом скрывались десятки тысяч рабочих, сотни разрушенных деревень и целые поколения, которые работали на рудниках, не зная, куда уходит камень, который они добыли. Однако, несмотря на монополию, рынок со временем начал меняться, и вскоре в игру вошли новые игроки. В середине 20 века произошло нечто, что навсегда изменило статус алмаза в мировой культуре. Компания De Beers поняла, что контролировать поставки — это только половина формулы успеха. Вторую половину составлял спрос. И тогда они решили создать его с нуля. В 1938 году De Beers наняла нью-йоркское рекламное агентство NW Ayer Son, чтобы изменить восприятие алмаза. Вместо просто драгоценного камня бриллиант стал ассоциироваться с вечной любовью. Рекламы показывали, как мужчина доказывает свою любовь, вручая женщине кольцо с бриллиантом. Женщины в этих компаниях сияли не меньше, чем камни на их пальцах.
Идея была проста. Брак без алмаза — это как любовь без доказательства. Стандарты стали закрепляться. 2 зарплаты за кольцо стала нормой, продвигаемой через фильмы, журналы, телевидение. Идеология бриллианта проникла во все уголки мира, но особенно иронично то, что миллионы людей, которые добывали эти камни, не имели ни доступа к ним, ни понимания их конечной стоимости. То, что продавалось как символ любви, начиналось как следствие тяжелого, часто нечеловеческого труда. И все же этот образ работал до тех пор, пока не появился камень, способный изменить все. Не по происхождению, а по размеру. Калинан — это имя, которое до сих пор вызывает трепет у ювелиров и историков. В 1905 году в шахте Премьер Майн был найден алмаз весом в 3106 карат, самый большой из всех когда-либо обнаруженных. Это более 1,5 фунтов чистого углерода, сформировавшегося под землей миллионы лет назад. Его транспортировка в Лондон сопровождалась уловкой. Камень отправили обычной почтой в простой коробке, в то время как фальшивый, но охраняемый груз пересекал океан на корабле. После прибытия алмаз был подарен британскому королю Эдуарду VII как жест лояльности от колонии Трансвааль. Позже Кулинан был разрезан на 9 крупных и 96 мелких камней. Самые известные из них — Калинан-1, также известный как Великая звезда Африки, и Калинан-2, украшают скипетр и корону британских монархов. Их до сих пор можно увидеть в лондонском Тауэре. Интересно, что дискуссии о возвращении этих камней в Южную Африку активизировались в последние годы. Многие считают, что эти артефакты были получены не по доброй воле, а в условиях неравного колониального контроля. Официального запроса от ЮАР пока не было, но общественные движения поднимают этот вопрос все чаще. Кулинан стал символом и власти, и неравенства. Но настоящую власть над рынком долгое время держала не корона. Ее держала структура, контролирующая поставки по всей планете. De Beers не просто добывала алмазы, она контролировала рынок так, как это редко удавалось кому-либо в истории бизнеса. Еще в 20-е годы прошлого века компания поняла, если ты хочешь диктовать цены, ты должен диктовать предложения. Так родилась концепция Central Selling Organization — структура, через которую проходили почти все алмазы, предназначенные для продажи. Как это работало? Компания скупала алмазы у всех производителей, накапливала их в огромных хранилищах и продавала строго определенным дилерам в заранее назначенные даты. Эти дилеры не могли выбирать, что они покупают. Они либо брали все, что им предложили, либо лишались доступа к следующей поставке. Это означало, De Beers контролировала, сколько алмазов попадет на рынок, какого они будут качества и по какой цене. Такая монополия была не просто уникальной. Она формировала глобальное восприятие алмаза как редкости, хотя физически камней было достаточно. Любой намек на избыток немедленно устранялся. Производства приостанавливались, склады заполнялись, но цена оставалась стабильной. Даже появление новых месторождений в России, Канаде, Австралии не сразу поколебало позиции De Beers. Компания заключала договоры и с ними пытаясь удерживать контроль. Но мир менялся. Появлялись новые игроки, а главное — новые конфликты, в которых алмазы играли зловещую роль.